Привет, дорогие друзья! Меня зовут Ванесса, и я студентка школы Ледений Дэнс в Санкт-Петербурге. Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом велопоездки из Санкт-Петербурга в Петергоф в этот солнечный воскресный день. Моя велопоездка началась около 13 часов, когда солнце уже высоко светило на небе. Я выехала из Санкт-Петербурга и направилась к Стрельне. Это было невероятно приятно – кататься на велосипеде среди зелени деревьев и цветущих полей. Природа вокруг была просто великолепна. А это Балтийская жемчужина. Это такой жилой комплекс в Питере, где сочетаются комфортная жизнь, природа и культура. Здесь можно, конечно, гулять вдоль воды или просто сидеть на скамейке и любоваться пейзажем. Очень красиво. Один из самых приятных аспектов этой поездки была отличная инфраструктура для велосипедистов. Я могла спокойно кататься, не беспокоясь о машинах, а это создавало чувство безопасности. Стрельна – это пригород Санкт-Петербурга, где находится Константиновский дворец, или просто резиденция президента России. Когда я наконец добралась до Петергофа, меня поразила архитектура и великолепие этого места. Петродворец, известный также как Петергоф, это одно из самых красивых мест в России, расположенное на побережье Финского залива. Со своим велосипедом в Нижний парк не пустили, и я оставила его у входа, но в Нижнем парке я смогла арендовать велосипед и прокатиться. Одной из главных достопримечательностей Петергофа являются его знаменитые фонтаны. Всего здесь более 150 фонтанов. Одной из самых интересных особенностей фонтанов является то, что они работают без насосов. Система фонтанов уникальна и демонстрирует инженерное мастерство этого времени. Например, самый высокий фонтан – Самсон, и он достигает высоты 18-22 метров, а самый полноводный – Пирамида, расходующий 100 литров воды за минуту. Моя поездка от Петербурга до Петергофа заняла 3 часа, а посещение фонтанов и садов Петергофа – это был просто незабываемый опыт, который погружает вас тоже в богатую культуру и историю этого великолепного места. Я рекомендую всем попробовать подобное путешествие, чтобы, конечно, не только насладиться красотой природы, но и узнать больше о культурном наследии России. Но спасибо большое. Пока-пока.